Такое красивое водохранилище. Сейчас встречаем рассвет. Собака разбудила рано-рано, потому что захотел кушать. Да, Рамс? Ты кушать захотел? Ты кушать же хотел, всех разбудил, правда? В палатке очень хорошо. Теплообменник замечательно греет. Единственный минус — это то, что в палатку сползаются красные муравьи огромные, которые наконец-таки уже к весне проснулись, и очень много паучков. Зато сразу было слышно, когда рассвет, сразу запели птички в лесу. Ночью они так не поют, как поют, например, сейчас. Вот. Ну все, попьем чайку, пойдем ловить. Это камышовый кот. Ты что там лазишь, а? Камышовая собака. Покажу, что было внутри. Значит, были с теплообменником, раскладушка. Я спала с собакой на раскладушке. Здесь оператор спал. Леша спал в машине в своей. Не знаю, замерз или нет. Что, Леша, как провел ночь? Доброе утро. Доброе утро. Ну, трошечки так подмерз. Подмерз. А ты часто машину включал? Не, только... Сейчас под утро, да? Да. Перед сном и под утро. А ты в спальнике, да, спишь? А у меня спальник такой Покажи, летний. как у тебя там организовано место твое. А уже я это... Убрал все? Ё-моё. А просто сиденье опустил. Ага. У тебя получится или нет? Лапку к пауку прижал. Он такой... Мы будем сейчас и мотыля, и опарыша добавлять. О, какая каша красивая, смотрите, ребят. Вот какой консистенции получился корм у нас. Здесь пока мы добавили сюда только кормового мотыля нарезного. И все. Сколько грамм? 250, наверное. 250 грамм кормового мотыля. Есть еще лиманник, потом можем, кстати, в процессе в корм добавлять лиманник. Так, вон туды. У вас есть уникальная возможность увидеть, как делает заброс человек, который... Ты чемпион, да? По фидеру? А призер, может быть, какие-то карповые, что-нибудь соревнования или что? Есть ну, да, по флету мы... По флету в Беларуси или не только? Выезжали, да, выезжали. Выезжали? На Прилбычи. Прилбычи, да, кстати, на слуху какой-то. Так как мы находимся на озере, которое очень многим людям известно, проживающим в Гродно, в Гродненской области, дистанцию ловли мы называть не будем. Вот. Можете, если даже когда-то сюда приедете, можете приехать, промериться сами, найти что-то интересное. Я могу сказать, что мне кажется, что рыба здесь есть везде. Вот это, оно читается. Сейчас вот он ветер с другой стороны дунет. Вчера ж не было этих полос. А вчера мы не видели, потому что солнца не было. А сегодня мы благодаря солнцу, вот я обратила внимание, что на водоеме есть такие как полосы. И я, допустим, считаю, что это бровки. Леша говорит, что нифига он в бровки не верит. Если вы досмотрели до этого момента мое видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, можно ли прочитать характер на рельеф водоема по той картинке, которую ты видишь, потому что на солнце по рябе на воде, да, вот можно или нет, потому что вот там вот даже цветами какими-то такими отличаются эти полосы друг от друга. Так, еще один важный нюанс
В корм мы добавляем кормового мотыля. Кормовой мотыль – это мотыль крупный, который, в принципе, можно даже использовать на наживку. В данном случае в корм мы добавляем не лиманника, не маленьких таких личинок, которые совсем малюсенькие, а именно кормового мотыля. Я не знаю почему. Я могу вам сказать, я не знаю почему. Возможно, мелкий лиманник, он собирает окуня, побочную какую-то рыбу, ерша, потому что ко мне вчера на точку в конце дня пришел ерш. Возможно, нет. Сейчас, возможно, мы это проверим. Я надеюсь, что мы с Лешей половим фактически с одной точки. Может быть, кто-то попробует добавлять этого лиманника, а кто-то попробует не добавлять. И мы посмотрим, как это отразится на результате. Это тоже будет интересно довольно посмотреть. Вот Леша выставляет сейчас место. Мы организуем. Обычно я вот всякие эти маркизы не использую, но сегодня обещают дождь. Поэтому... и вчера тоже обещали дождь, поэтому я приняла решение взять столик, чтобы потом это все не пачкалось. И если что, корм и наживку, все это свои снасти хотя бы чуть закрыть. Несмотря на то, что у меня есть палатка. Но я собиралась ловить. И мы встречаем, между прочим, вот такой вот прекрасный закат. Ой, закат. Рассвет. Какой красивое у нас. Яркое оранжевое солнце. Немножко такой прохладненький. Ну, ветер прохладный, ну, ё-моё, так что не месяц мая еще до мая целых 10 дней. 10? Нет, 10, 5 дней. Стартовый закорм сделали. Сколько времени теперь нам надо ждать? Литр корма выкинули. Ага. Засекли время, что в 7 утра мы закормились. Да. И сейчас спокойно полчасика, можем 40 минут гулять, пусть рыбка собирается. Когда выдаешь эту паузу после закорма, рыба смело заходит на точку и по голове ничего не бьет, и она начинает уверенно питаться. Хорошо, а есть разница потом, какой размер кормушек использовать после этого да, или нет? после такого закорма, если там прямо леща ловим, то я обычно захожу какой-то малюсиком таким, чтобы там не напугать. Не напугать, чтобы тихо. Да. Можно даже, наверное, пластиковое, здесь... да, ставить? Типа да, вот такие специальные. Много кормит, другой нет. Лед. Ну, не знаю, очень ярко вернулась. Что я поменяла? Надо подумать, что я сделала. Я поставила двухмотылей колечком. Ну, наверное... Я не вижу, что там. Ну да, хороший. Ох, красавец какой, ребята. Сейчас вот клюнул прямо, мы с Лешей сидим, кидаем в одно и то же место, клюнул прямо фактически на забросе. Увидела маленькое такое небольшое потряхивание, не подтяжка, а именно потряс. А вот. Как клюет попа, так же клюет подлещик. И на совсем вот... Слышишь? На вот этот красный. Так. Нельзя. Вот я сейчас левее, видишь, попала. Вот будет там рыба интересная? Проверим.
выпила. Вот я взяла покороче крючочек. Сейчас посмотрим, как он, интересно, глубоко заглотил или нет. Ну, идет. А, кстати, не знаю, что идет. Я надеюсь, что подлещик, конечно. Сейчас смотрим, кто там у нас. Какая-то хрень. Плотва. У нас пришла плотва на красный крючок. Угу. Окей. Какая она шершавая. Как наждачка. О. Офигенно. Нет, прямо вот за губочку все четенько. Длина поводка где-то сантиметров 40-45. Ну что, идет еще одна рыбка. Попробовала опарыша с мотылем поставить. Получила подергунчик. Потом думаю, хорошо, если обсосала мотыля, решила поставить первого мотыля. Я поставила просто за хвостик, а второго наоборот колечком. То есть сначала я ставила колечком, потом хвостик. И вот сейчас произошла поклевка, идет какая-то рыба. Я думаю, что скорее всего это подлещик. Я надеюсь, что подлещик. И что мы найдем ключик сейчас и будет клевать один в одним. Ты меня облавливаешь. Да, фигня. Это потому что ты вчера не ловил. Вот может быть подлещика немного, а плотва, она хитрее его. А на плотву, может, надо просто очень длинный поводок поставить. Она тогда на падении будет быстрее. Каким-то она с какой-то леской. У тебя колечком стояла или нет? Видишь, тут такая плотва, она немножко другая, прогонистая, бледная, покусанная еще за хвост. У меня стояло 4 мотыля больших. Так, ребятки, ну и, конечно же, мой фидбэк по поводу сапожек, вот таких вот прекрасных неопреновских компании Fintrail. Что я могу вам сказать? Сегодня, вчера температура была где-то около плюс 8, плюс 9 градусов. Конечно, сапоги требуют использования обязательно каких-нибудь термоносков на такую погоду. Вот, влаги никакой не пропустили, конденсата не собрали, внутри довольно все мягко, очень удобно сидят на ноге, практически не чувствую, несмотря на то, что в руке они довольно-таки, ну, не самые легкие, можно так сказать, не из ПВХ, ничего, не из пенки сделаны. Вот, несмотря на это, они на ноге практически не ощущаются, это большой плюс. У меня у самой 37-я нога. Здесь сапожок 40 размера, но это, к сожалению, минимальный. Специально хотела такие. Почему? Потому что всегда в сапоги пододеваю обязательно какие-то теплые носки. Такой, как мы сейчас обсуждали, Да. только 18 молюсь. Здесь вот такой. А вот я сегодня таким ловил, только еще меньше. Вот красный тоже есть. Ну, красные крючки говно. Потому что с них краска начинает краска, да. злобный Ну, вот то, что, ну, широкая, да, вот это у него вот. этот От круг. этого до вот этого. И еще он такой. У этой маленький груз, у этой большой. Прям она просто хорошо пробивает воздух и ветер. Я поняла. Прямо, Виталик, вот куда целишься, туда и попадает.
Так, что сработало? Опарыш? Без мотыля. Я только опарыша зарезала. Ну, чуть-чуть там пару мотылек. Это, наверное, я зарезала. А плотва, наверное, на истории. Не, ну, такая плотва, да. Да, раньше такое говно было. Вот чуть летом позже, блин, о, у меня, да, у меня пипец, Есть? ну, Вы вот что У меня не, уже что мы не точно. так делали? не, это просто вот, Не хочет, да, просто? Или что? Почему сейчас клюнула? просто начал клевать. Одновременно выход. А сейчас вот мы по одной поймали, сейчас опять будем полчаса сидеть. Нет, не надо так говорить, пожалуйста. На что? Никогда мы ее не На поймем. что у тебя? Что вот там? Один? Колечко будет. А не, я уже не помню. Я имел в виду, что кормушка А, кормушка. тоже не мозга. Ну, здесь вот что-то поинтереснее. О, куда-то к тебе вправо пошла рыба. Там плотва 100%, но почему-то идет вправо. Я не поняла, что я делала. Размерная, Чистенькая хорошо, что? Нет, без всякой фигни. Мгм. Может, она просто активнее все-таки становится? Ну вот, а все РС говно, РС говно. Работа, рекламная пауза. Работает, оказывается. Хороший? Прям вообще, что ли, или что? Я уже думала, там лишь. Ну, они такие просто толстенькие. Какие-то наетые, ну. Ну, какая у меня плотвища, ёпсель, трёпсель. Скрутку ты умеешь делать же, да? Да. Ну, и Ой, просто сорян. один узел, и сверху еще один, чтобы он был. Я увидел, что он так. Половили, посидели сейчас вдвоем. Я посмотрела, 2 часа дня. да, как Лёша ловит. Лёша, наверное, посмотрел, как я ловлю. Вот, в общем, Кое-чему даже научился. В общем, посмотрели, было довольно интересно, много чего для себя я полезного взяла. Ну и сейчас покажем, какой улов. Небольшой, но он все-таки есть. Да. Норму сделали на одного. Совсем как-то не это, но Ну, все равно. килограмм, около 5 должно быть, может. Килограмма 4. 3,5, я думаю, тут будет. Один такой небольшой, хорошенький Почти полулещик, лещок. почти лещик попался. Но рыбалка была на самом деле трудовая, тяжелая. Вечером вечером же вчера классно было, совсем Ну, по-другому. вечером, да, вечером А рыба сегодня сразу вот начала стала на крутиться. точку, а сегодня мы даже не ожидали, что она будет настолько капризная и не захочет клевать. У Лёши есть тоже свой YouTube-канал. Лёша, кстати, Даже два. профессиональный фидерист, рыбак в поколениях, да. Есть канал Патерностер, есть канал Moose from Belarus. Подписывайтесь, сама неоднократно смотрела видео, сама очень много чего полезного для себя взяла, поэтому было очень интересно половить с Лешей рядом. Мав! From Belarus. Эпическая концовка. Опа! И Ямба. да, подписывайтесь на канал Алексея. Юли. Да, подписывайтесь на мой канал. Всем ни хвоста, ни шеи. Пока. Пока. Смотря на погоду, вот такая вот красивая, почти лещара клюнула, а? Ребят, скоро, когда пойдет сезон, наконец-то, как заклюют, весь шурпатый. Весь.